Арсенал отказывается от Жоржиньо. Бавария выдвинула ультиматум Альфонсо Дэвису. Рональд Араухо остается в Барселоне. Цель Ювентуса. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. Мюнхенская Бавария готова выставить защитника Альфонсо Дэвиса на трансфер, если канадский футболист не согласится продлить контракт с клубом до конца недели. Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг у себя в Твиттере. По его информации, Бавария предлагает Дэвису контракт до 2029 года с зарплатой в 14 миллионов евро. Сторона футболиста просит не менее 20. Если Альфонсо не примет предложение мюнхенцев, его выставят на трансфер. В услугах канадца заинтересован мадридский Реал. Однако сливочный не готовы платить за футболиста с истекающим летом 2025 года контрактом 50 миллионов евро. В такую сумму защитника оценивает Бавария. А согласно информации, представленной на портале Трансфермаркт, его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро. Полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кросс ответил на вопрос о своем будущем. «Мое будущее я решу через месяц-два, а там посмотрим», приводит слова Кросса журналист Фабрицио Романо у себя в соцсетях. Бывший тренер Ромы Жозе Моуриньо ответил на вопрос по поводу интервью экс-директора клуба Тьягу Пинту. Функционер рассказывал, что ему хотелось умереть, когда он принимал решение об увольнении Моуриньо. «Мне не интересно, что он говорит или думает. Будет ли он снова работать со мной? Нет, конечно нет. В данном случае это невозможно», приводит слова Моуриньо Коррера делла Спорт. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне 21-22 Рома выиграла Лигу конференций, а в сезоне 22-23 «Волки» дошли до финала Лиги Европы. По данным итальянского издания Tuttosport, Арсенал внезапно прекратил все переговоры по контракту с представителями Жоржиньо. Предыдущее предложение канониров заключалось в том, что они давали итальянскому полузащитнику возможность договориться о продлении контракта еще на 1 год с возможностью дальнейшего продления до 26-го. Однако Жоржиньо еще не принял это предложение и, как сообщается, теперь серьезно рассматривает возможность ухода из клуба этим летом. Ювентус заинтересован в его подписании, если он станет свободным агентом, и следит за его ситуацией в Арсенале. На данный момент бывший полузащитник Челси провел 28 матчей за канониров, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить сборную Бразилии. «В Мадриде я чувствую себя очень хорошо. Я счастлив находиться здесь и работать в Реале», приводит слова Анчелотти Sky Sports. Защитник Барселоны Рональд Араухо останется в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo. По их информации, руководство синегранатовых считает, что уругваец является важной частью команды и не хочет отпускать его в ближайшее летнее трансферное окно. Президент каталонцев Жоан Лапорта уже вступил в прямое общение с игроком о новом контракте. Ранее сообщалось, что Бавария предлагает за футболиста около 90 миллионов евро. Действующее соглашение Араухо с Барсой рассчитано до конца июня 2026 года. Дани Алвес в ближайшее время выйдет из тюрьмы. Суд решил выпустить бывшего защитника Барселоны, приговоренного к 4,5 годам тюрьмы, под залог в размере 1 миллиона евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде. По данным СМИ, Алвес собрал требуемую сумму. Деньги уже поступили на судебный счет, в связи с чем суд дал тюремной администрации распоряжение освободить футболиста. Ранее стало известно, что Алвес планирует взять кредит, чтобы внести залог. Также сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов. Однако Неймар-старший опроверг эту информацию.
Мадридский Реал нацелился на подписание Лени Йора этим летом. По информации АС, 18-летний защитник Лили является одной из приоритетных трансферных целей мадридцев наряду с Кильяном Мбаппе и Альфонсо Дэвисом. Утверждается, что Лиль планирует получить за Йоро около 60 миллионов евро. На данный момент Реал считается фаворитом в борьбе за подписание защитника, опережая такие клубы, как ПСЖ, Челси и Бавария. Текущий контракт Йоро с Лилем действует до лета 2025 года. Отмечается, что защитник склоняется к тому, чтобы покинуть клуб этим летом, не продлевая соглашение. Главный тренер Брайтона Роберто де Зерби является одним из главных фаворитов на пост рулевого Баварии, сообщает Флориан Плеттенберг у себя в Твиттере. Мюнхенцы обратятся к кандидатуре итальянского специалиста в том случае, если не сумеют договориться с Хаби Алонсо. По информации источника, де Зерби проинформирован об интересе мюнхенцев, но пока еще не принял окончательного решения насчет своего будущего. 44-летний Роберто возглавляет Брайтон с осени 2022 года. Ювентус выглядит фаворитом в споре за подписание полузащитника Аталанты Тёна Капмейнерса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. Отмечается, что в услугах голландского футболиста также заинтересован Ливерпуль, но многое будет зависеть от того, кто возглавит мерсисайдцев по окончании сезона. Трансфермаркт оценивает игрока сборной Голландии в 40 миллионов евро. Барселона отказалась продать Эктора Форта за 35 миллионов евро. По информации Mundo Deportivo, каталонцы отклонили предложение о покупке защитника в размере этой суммы. Текущий контракт футболиста действует до 2025 года. Руководство клуба планирует переговоры о новом соглашении. Предполагается, что сумма новых отступных будет существенно увеличена, как это было сделано ранее в контрактах Ламина Ямала и Фермино Лопеса. Подчеркивается, что Барселона даже отдаленно не рассматривает возможность заработка на молодых игроках, которые в этом сезоне заработали места в основном составе. В начале августа Эктору Форту исполнится 18 лет, после чего он сможет заключать контракт на срок более 3 сезонов. Однако обновленное соглашение с последующим повышением зарплаты может быть заключено и раньше. Футболист уже провел за Барселону 7 игр, 4 в Ла Лиге, 2 в Кубке Испании и 1 в Лиге Чемпионов, 5 из которых в стартовом составе. А в этом месяце он принимает участие в матчах сборной Испании до 19 лет. Мюнхенская Бавария рассмотрит возможность приобретения левого защитника Челси Яна Матсена, выступающего с января 2024 года на правах аренды за Дортмундскую Боруссию. Об этом сообщает Get French Football News. По их информации, в случае ухода летом из мюнхенского клуба Альфонсо Дэвиса и неудачи в переговорах о переходе в Баварию защитника Милана Тео Эрнандеса, действующие чемпионы Германии попытаются купить Матсена. В текущем сезоне на его счету 27 матчей во всех турнирах. Ранее появлялась информация о том, что Реал, Бавария и Милан планируют провернуть трехстороннюю сделку по обмену левыми защитниками в предстоящее летнее трансферное окно.